Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Как и обещал в прошлом видео, которое было посвящено тематике секса и сексуальности, сегодня наш разговор коснется темы смещения влечения самого человека на отдельные его качества или на определенные ситуации и предметы. Вот в сексологии это явление получило название парафилии. И начнем с определения. Парафилия – это сексуальный интерес, выражающийся в устойчивом сексуальном влечении к нетипичным объектам, ситуациям или людям. В целом, парафилия сексологами и психиатрами рассматривается как форма расстройства влечения. По сути, парафилии выражают собой варианты отклонения от обычного для подавляющего большинства людей способов и форм проявления сексуальной активности, при которых происходит именно замещение, а не совмещение привычного секса вот с этими самыми вариантами. И одним из моментов, которые необходимо учитывать, это как раз то, препятствует ли определенной фантазии и формы влечения осуществлению обычной сексуальной активности человека или нет. То есть здесь важен фактор и степень навязчивости. Если секс или удовольствие от секса невозможны без строго определенных условий какого-то объекта или действия с ним, и для человека данная ситуация является проблемой, то парафилия может быть рассмотрена как объект коррекции в психологической работе. Другой важный критерий парафилии, говорящий о том, что ситуация требует коррекции, является ее потенциальный или реальный вред и опасность как для самого человека, так и для вероятных партнеров или объектов. Такая опасность может быть физическая или правовая, связанная с нарушением человеком действующего законодательства при реализации своих фантазий. Исходя вот из этих обозначенных критериев, парафилии в психологической работе уместно разделить на: первое – индивидуальные предпочтения и особенности влечения, отражающие просто грани сексуальности, которые в целом не нуждаются в коррекции без прямого запроса человека. И второе – потенциальные и реально опасные влечения, которые нуждаются в коррекции. И что вот касается второй категории, то психолог должен понимать ограничения своей компетентности в вопросах коррекции некоторых парафилий, поскольку они часто связаны с наличием сопутствующих психических заболеваний, а следовательно, человек для полноценной коррекции должен быть сначала перенаправлен к психиатру или врачу-психотерапевту. Психологическая работа с опасными парафилиями может быть рекомендована как дополнение к психиатрическому лечению и по направлению врача осуществляться. Я бы перечислил на самом деле некоторые парафилии и рассказал о них подробнее, но вот не уверен, как YouTube отреагирует на это, поэтому ссылку на перечень парафилий с их кратким описанием оставлю под этим видео. Если вам интересно, то переходите и посмотрите. В заключение скажу, что поскольку для большинства людей сексуальное разнообразие до сих пор является темой, по сути, запретной и отрицаемой на личном уровне, первой реакцией при обнаружении у себя каких бы то ни было особенных влечений может быть страх и стигматизация себя как психа или ненормального. Но торопиться с выводами не нужно. Прежде всего нужно разобраться в вопросе, выяснить, является влечение потенциально опасным для кого-либо из участников, мешает ли оно осуществлению обычного секса, и уже на основе этих фактов принимать меры. Если по каким-то причинам влечение представляется дискомфортным, то сначала имеет смысл обратиться к психологу, который умеет работать с данной группой проблематик. И если кроме психологической нужна будет еще какая-то помощь, психолог ее порекомендует. А психологам напомню, что адекватный специалист должен соотносить парафилии и прочие сексуальные фантазии и влечения человека не со своими мерками «хорошо», «плохо», «нормально», «ненормально», а с объективными, которые накладывались бы на непосредственную историю и ситуацию жизни человека, с которым проводится работа. Далеко не все из парафилий и фантазий и сексуальных моделей опасны и нуждаются в непременной коррекции. Специалист обязан уметь разбираться в нюансах и оценивать вопрос комплексно, исключив при этом свое личное отношение.
И задача в такой работе не пытаться исправлять человека, стигматизируя его как ненормального, а помочь ему разобраться в особенности проявления его сексуальности, чтобы тот смог вести нормальную половую жизнь без стыда и вины за свои желания и за свое поведение. Но, разумеется, речь только о контекстах, которые не являются угрозой жизни и здоровью. А на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная в частности с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.